В этом видео мы поговорим про экономику шеринга. Экономику шеринга коворкингов, коливингов и каршерингов. Вот сейчас, кстати, тоже самокаты, это тоже про шеринг. Поэтому, досмотрев до конца, вы будете знать, где можно классно поработать в Варшаве, в офигенных местах, и при этом не подписывать контракты на год, где можно пожить в классных местах, в коливинге, в классном сообществе, и как можно и где снять машину в аренду. Если вы здесь краткосрочно планируете быть, а потом улетать в Валенсию либо на Бали, либо у вас такие обстоятельства, что вам нужно на короткий срок использовать и выжать все возможности из Варшави. Поехали! Дранічев Євген, коуч власників бізнесу, 10 плюс років займаю своєю діяльністю, в Польщі 2 плюс роки. Да, є класна фраза в атомних звичках про те, що треба дисциплінувати не себе, а оточення довкола себе. Коли ти сидиш вдома, тут пробігає потік, холодильник повний вкусняшок, там Netflix якийсь, в тебе дуже багато спокус, щоб відволікатись. Так? Коли ти в робочому контексті, ти хочеш не хочеш, тут всі працюють, доводиться. Тому якщо ви хочете про продуктивність, це 100% про середовище, не можна поєднувати на одному місці, не можна сидіти за столом, з ним працювати, їсти і ще щось робити. Да? Треба розділяти. Привет, меня зовут Юля Швед, у меня СММ-агентство, и я работаю в коворкинге WeWork. В Польше я 2,5 года. Почему мне нравится работать в коворкинге? Скажу так, что это было еще в Украине. Я начинала, в принципе, свою деятельность с коворкинга, потому что так легче взять первого сотрудника и не платить пока что за офис энную сумму. Когда я переехала в Польшу, соответственно, тоже не хватало какого-то такого бизнес-комьюнити, окружения. И я помню, первый мой коворкинг это было в Гданьске, то есть я поработала там несколько месяцев, нашла 5 украинцев, с которыми мы общались, а когда приехала в Варшаву, то это просто, знаете, уже как must-have в моей жизни, быть в окружении таких же ребят, которые что-то предпринимают, работают в IT, в диджитал, то есть для меня коворкинг, это нетворкинг, это, в принципе, дополнительная работоспособность, это экономия средств, потому что я пробовала в кафешках тоже, но если посчитать все затраты, которые там выходят, это дороже, чем нежели я буду делать это здесь. Я люблю, конечно, еще судочки с собой брать, тут есть микроволновочка, кофеечек, и поэтому можно обсудить, за кофеечком, кстати, какие-то идеи, как вообще у кого дела, обменяться опытом, и это все очень супер полезно. Также провести вообще какую-то встречу с клиентом, встретиться здесь, в нормальном месте, в презентабельном месте, да? Да, встретиться в презентабельном месте. Вообще скажу так, что у меня гибридный формат. Я немножко 1 или 2 дня работаю в неделю дома и 3-4 дня работаю в коворкинге. Специально, чтобы... Иногда хочется побыть в людях, ты в людях более продуктивный, а иногда хочется, честно, никого не видеть и просто быть в тишине. Поэтому я миксую, и для меня это просто супер формат, плюс тоже есть какие-то свои праздники, активности, и ты как бы не выпадаешь из этой жизни. И, конечно же, я девочка, я хочу одеть красивое платьечко, а не сидеть только в пижаме. Меня зовут Артем, я в Польше уже 2 года. Занимаюсь 3 направления. Это логистика в Украине, логистика в США и экспорт продуктов питания. В основном это наливные груза с Украины продаем в Европу. Почему коворкинг? Еще в Киеве было желание всегда работать в каком-то классном БЦ с стекляшка, где красиво, ремонт и так далее. Но у нас довольно большое количество персонала, и наша модель, по крайней мере, так как мы занимаемся, не подразумевает офис класса А+, чтобы там могли сидеть все. А сидеть отдельно от команды было довольно сложно. Но когда случилась война и мы переехали, то появилась возможность работать только нам с партнером, поэтому мы могли выбрать для себя любое помещение и сидеть, где мы хотим. Мы выбрали WeWork. На самом деле, сначала я не задумывался, и когда я его только увидел, то очень понравился. Потом мы, конечно, повыбирали немножко. Я еще сравнивал его с коворкингом SIS. Мы ходили еще в один, я уже не помню его название. Но единственный достойный, мне кажется, конкурент WeWork это SIS. Но нам не понравилось, что там очень было тихо. Мне кажется, что SIS подходит больше для тех людей, которые любят работать в тишине. Для нас это не очень подходит, потому что у нас часто переговоры.
Ну и плюс WeWork уже стал как местом таким домашним, потому что здесь огромное количество людей, общения, друзей. Вот поэтому и, собственно, поэтому и WeWork. 99% работаю именно из Джибовской отсюда, потому что здесь огромное количество людей и тусовки, больше, чем в остальных. Вот поэтому это тоже важный момент, да. Хочу поделиться с вами увиденным и рассказать про коворкинги, коливинги и каршеринг в Варшаве. Делаю это закадровым голосом, потому что, к сожалению, в этих всех местах нам не разрешили снимать нормально, полноценно контент так, как мы хотели, поэтому лучше записать офигенный контент и дать вам ценность, а сами объекты сможете посмотреть по ссылкам в описании, либо физически на них приехать. Что же такое экономика шеринга? Что это за непонятные слова? Это когда люди могут делиться вещами, услугами или даже помещениями с другими людьми, не обязательно их имея в собственности. Все это происходит через различные интернет-платформы, где можно арендовать или обменяться чем-то. Например, можно взять в аренду жилье через Airbnb, поехать с кем-то на машине через BlaBlaCar или использовать городские самокаты. Это помогает не тратить деньги на вещи, которые не используются так часто или которыми ты не хочешь владеть. Я расскажу про 3 самых популярных и, с моей точки зрения, лучших коворкинга Варшавы. Эти 3 — это самые топовые пространства, которые я нашел. Первый коворкинг — это ЦИЦ, не путать с ЦИС, с моей фамилией. Это коворкинги ЦИС Warsaw. Этот коворкинг находится прямо в центре Варшавы. Ну, центрее некуда. Он находится прямо возле центрального вокзала, Злотых террас и отеля Marriott. Там прямо в этом здании есть вся инфраструктура. Это коворкинг и здание А-класса, то есть это высшая градация бизнес-офисов, и действительно он комфортный, уютный. Мне кажется, он больше всего подходит для айтишников или для тех, кому нужна спокойная, сбалансированная работа. Плюсы коворкинга — это то, что он находится в центре Варшавы. И, наверное, это сильное окружение именно поляков, потому что именно в этом коворкинге было больше всего поляков. Следующий коворкинг — это WeWork, мой любимый. Именно его мы выбрали для своей работы. В Варшаве их 5 штук. И фишка WeWork в том, что это 5 локаций, они действительно находятся в топовых местах. Удобно, очень красивые видовые коворкинги, где прям комфортно работать, менять эти коворкинги. Плюсы коворкинга WeWork — это окружение именно украинцев и белорусов в этих коворкингах. Их реально больше, чем поляков. Это факт. Во-вторых, это много разных локаций, ты можешь менять точку зрения и работать в разных местах. Чуть меньше цена, чем в предыдущем коворкинге. И, конечно же, классные виды. На высоких этажах все коворкинги находятся, поэтому это прям очень вдохновляет и мотивирует зарабатывать больше. Минусы — это то, что есть проблемы с гостями, они стараются за все взять деньги, да, поэтому нужно гостей регистрировать, и с этим у нас, и не только у нас, были определенные сложности. 2 следующих коворкинга я их объединю. Это Business Link и Brain Embassy. Они по деньгам стоят также, но они чуть-чуть меньше уровнем. Там более лояльные условия на то, чтобы привести каких-то гостей. И тоже, кому необходимо, есть паркинг как дополнительный апселл. Можно снимать отдельные пространства на 3, 5, 10, 20 человек. Что хочется подытожить по коворкингам: выбирайте тот коворкинг, где вам важно окружение. Если вас интересует польское окружение, то это ЦИЦ, это Business Link и это Brain Embassy. Если вам интересно наше окружение наших, то это однозначно WeWork. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь.
Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Ну что, идем дальше. Коливинг — это что-то типа общежития, только для взрослых и с нормальными отдельными условиями, с нормальными квартирами. Итак, первый коливинг, о котором я хочу рассказать, это Ready for Rent. У нас на канале есть видео с квартиры, которую я снимал у них. И действительно, это классная компания, да, это классный коливинг, потому что, во-первых, у них на Мокотове прям несколько локаций, 2 или 3. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Во-вторых, действительно, их клиентский сервис работает, то есть если что-то у тебя ломается, то они приходят это и чинят. Система налажена, вот эти залоги и кауции минимальные, поэтому взаимодействовать с ними было достаточно удобно. Плюсы Ready for Rent — это, в принципе, достаточно низкие цены, это нормальный средний ремонт, это большое количество локаций и тоже сильное окружение именно украинцев и белорусов. Следующее место — это Переца 11. Сайт оставлю в описании. И вот здесь начинаются интересные вещи, потому что на сайте это все выглядит очень симпатично. Прям вид на всю Варшаву, live, work, enjoy. И действительно я был удивлен, когда пришел посмотреть разные варианты. Я смотрел студию, комфорт и большие апартаменты, но реально разница в худшую сторону значительная. То есть вживую эти квартиры выглядят намного более уставшими, чем на сайте. На сайте это все позиционируется как суперпространство, где ты действительно типа можешь жить, работать, наслаждаться. Центр Варшавы. Это, кстати, недалеко от улицы Гжибовска, недалеко от ронда УНЗ. Но по факту мне очень не понравилось. Уставшие подъезды и просто непонятно из чего слепленные квартиры. При этом по условиям аренды на сайте было написано, что можно снять на короткий срок, но по факту договор заключается на 1 год с 3-месячным умовой выповедения. Ну, как бы за 3 месяца вы должны предупредить, это считайте 4 месяца. Там есть нюанс, то, что квартиры еще дешевле, но честно, как по мне, такая стоимость квартиры того не стоит. Просто можно поискать тогда другие варианты. Иногда там попадаются хорошие объекты, поэтому в любом случае оставляю ссылку на этот проект в описании. Следующий объект — это Live Up. У них есть 2 локации. Первая — это Прага. Если смотреть на карту Варшавы, это справа, за Вислой. Там я не был. Я был на объекте на Мокотов. Это Puławska 186. И этот проект у них показан на сайте. Опять же, на сайте смотрится фантастически. Стекляшка, она красивая, но по факту, когда я приехал туда, я увидел отдельно стоящую стекляшку возле проспекта, вокруг которого, ну, достаточно грустная инфраструктура, если честно. И очень маленький спортзал, очень маленький коворкинг, ну, буквально такая комната кафешная. Вот. И, ну, аккуратные квартиры. Я посмотрел 2 квартиры. Просто прикол в том, что цена на эту квартиру там по кругу выходила те же 4000 злотых. Ну, за 4500 можно найти что-то гораздо ближе, чем Puławska 186. Потому что с Мокотова добираться до центра, ну, мне было реально долго. Минусами еще также есть то, что нужно оставить 2 чинша, то есть это примерно 7000 злотых. И арендуешь ты это все через винайм институциональный, то есть ты арендуешь это все у компании. Минимальный срок аренды в этом объекте 6 месяцев. Да, кстати, я забыл сказать, что в Ready for Rent есть варианты, где можно снимать даже на месяц. Месяц, 3 месяца, полгода и там, 12 месяцев. И в зависимости от этого будет ниже цена. Последний коливинг — это Wander
Он мне очень нравится. Я год назад в нем жил почти месяц, и вот даже был готов опять снять это пространство. Почему? Удобная локация, это возле Вислы и недалеко от центра. Приятные, аккуратные квартиры, они все в одном стандарте идут, немножко пластмассовенькие такие, но они все равно приятные. И классное окружение людей интересных, там хороший большой коворкинг, где есть отдельные зоны, где можно говорить по телефону, и есть тихая зона, хорошая кухня, общая кухня, плюс там по некоторым дням готовят общую еду для всех. Короче, вариант такой именно интеграционный, это вот именно Вандер, как по мне. Теперь давайте поговорим про каршеринг. Каршеринг — это возможность снимать автомобиль на минуты, либо на километры. Я выделил два ключевых сервиса, это Panek и Traficar. На дальние поездки мне больше нравится Panek, потому что у них классные машины. На ближние поездки по городу за город мне нравится Traficar, потому что у них больше машин, они чуть-чуть дешевле выходят в цене и чуть более гибкие условия. В чем фишка? В том, что такси не всегда удобно. Такси нужно подождать. Если вам нужно ехать в много разных локаций, что-то загружать, какие-то перегружать вещи, переезжать в другой офис, то на самом деле такси выйдет дороже. И вот я даже когда переезжал на новую квартиру, я снял бусик, да, мне ребята помогли загрузить вещи, и мы как бы с вещами переехали через Traficar, который мы арендовали уже на новую квартиру. Вариантов применения много. Это поездки за город, это поездки по городу, где у тебя может быть много локаций и где такси невыгодно, или, может, вы просто хотите куда-то поехать, покайфовать, и у вас нет там пока своего автомобиля. И, кстати, про автомобили. В Кракове у меня была машина, после переезда в Варшаву я продал свое авто, и вот год я прожил без машины в Варшаве, и мой формат жизни, мне такое подходит, мне было очень комфортно. То есть такси, каршеринг, общественный транспорт, трамваи, метро, я пользуюсь всем и на самом деле экономлю на этом деньги, и пока мне комфортно, потому что, еще раз повторюсь, мой формат жизни мне это позволяет делать. Ну что, это был краткий экскурс в мир коворкингов, коливингов и каршерингов. Надеюсь, это было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и продолжаем смотреть выпуск и слушать, почему же люди выбирают коворкинг. Привет, меня зовут Виталий, 10 лет в Польше. Я заядлый коворкер, да, то есть, наверное, лет 20 еще с Украины, с Киева. Я хостюсь в коворкингах, мне это безумно нравится. И вот почему, да, почему не своя коробка, а именно коворкинг. Ну, во-первых, это формат open space и большого-большого пространства. Там за какой-то там один абонемент, который бы стоил бы там как одна какая-то комнатушка 2×4, да, клетка, ты получаешь, ну, я получаю, и для меня это важно, потому что у меня творческая профессия, у нас очень много креатива, потому что клиенты приходят иногда с задачами там, где надо покреативить. Ты получаешь огромное пространство, классное, с красивой мебелью, возможность менять точку зрения, то есть я бывает такое, что я не сижу на одном месте каждый день в какой-то другой точке, за другим столом, и мало того, в Варшаве это еще и в другом коворкинге бывает, да, допустим, если мы говорим про WeWork, вот сейчас, да, значит, с одной карточкой ты можешь сидеть там в WeWork'е в Варшаве, их тут, по-моему, около 4 или 5 локаций, и во всех там крупных столицах мира, там тех развитых стран, типа в Канаде я был в WeWork'е, мой партнер был в Париже в WeWork'е, вот, в Испании есть, там в Барселоне этот же WeWork, и ты по одной карточке ходишь, то есть получается не просто офис, а сеть офисов по всему миру. Очень круто. Это первое. Второе — это люди. То есть тут реальная движуха. В отличие от там, закрытых стен, здесь ты можешь сидеть рядышком с каким-то, не знаю, предпринимателем, который там миллионными инвестициями ворочит, да, или каким-то большим крупным блогером, который тоже там очень узнаваем. Или с парнем,
курсы которого стоят там 15 тысяч евро за курс. И вы сидите с ним рядом, либо пьете чай и можете в неформальной атмосфере пообщаться, найти какие-то знакомства, вот, ну, общие точки соприкосновения. С коворкингов у меня было очень много клиентов. С коворкинга у меня были подрядчики, ну, много классных подрядчиков, особенно там по техническим моментам. С коворкинга я получаю очень много мотивации. Ну, потому что ты видишь эти истории людей каждый день, каждый раз и думаешь, о, а так можно было, а так, типа, для меня тоже можно. То есть очень много мотиваций. Ну и вот, возвращаясь к пространству, самый крутой вариант, который был, это в Кракове. Мы были в коворкинге, в Хубрауме, и оплачивая несколько абонементов, то есть там на меня, на партнера, да, у нас была возможность, на минуточку, делать ивент на 300 человек. На 300 человек, то есть мы прям забрали весь себе зал, то есть, ну, вечером, чтобы никому не мешать, но мы на 300 человек сделали ивент, оплачивая там всего 2 абонемента, поэтому это возможность использовать огромное, классное, красивое помещение и всю вот эту инфраструктуру, принтер, кофе, туалетная бумага, потому что если начинается свой офис, то начинаешь играться в то, что ты завхоз. Давай, вот это кофе закончилось, принтер, туалетная бумага, поубирать, уборщица и так далее, тут все обычно, ну, есть нормальный коворкинг, all inclusive, поэтому однозначно коворкинг. Ну, ты чувствуешь себя свободным, у тебя есть коммуникация с людьми. Коворкинг, в принципе, находится обычно в интересных местах, то есть где можно пообщаться, познакомиться, расширить свои горизонты. Дома работать, ну, я думаю, максимум можно выдержать неделю, если себя как-то прижать, все свои чакры, закрыть. Офис, ну, я думаю, что после ковида, то есть офис — это пережиток прошлого, и весь мир это прекрасно понял, что нет смысла содержать огромнейшие здания. Коворкинг, мне кажется, это такой шажок в будущее, именно определенной прослойки людей, которые привыкли быть свободными, откритими, доброжелательними. Чим ти ще користуєшся в плані оренди тут в Варшаві? Шерінг економікою, якою ти Ну користуєшся? окей, я шерив машину, але це було безпосередньо не в Польщі, да, в Європі. Раз. Я 100% регулярно катаюсь на самокатах, тому що просто це люблю. В цілому ідея ну, напевно, я шерю літак, коли літаю, да, в якомусь плані. Ну просто мені здається, що ідея шерінгу, вона точно геніальна. Ну, в тому плані, що от ця цінність, яку недовикористовують, да, вона дуже класна. До речі, що круто в коворкінгу, нам, хоча це не завжди дозволяють, але ми ж всі шеримо кімнати, коли вони вільні. Если сказать еще, да, добавить про аренду, то это аренда велика, это аренда самоката, это, ну, в принципе, благо, которые дает Польша и Варшава. Есть оборудованные велодорожки, на которых ты можешь спокойно ехать и себя хорошо чувствовать. Не, на самом деле я очень люблю спорт, и в Варшаве это, ну, вообще, в принципе, очень доступно, удобно. Вот, и один из таких видов шеринга — это велосипеды Витурила, то есть это самое простое, самое дешевое средство для того, чтобы летом покататься, посмотреть Варшаву, посмотреть парки, места все эти красивые. И, конечно, самокаты, когда ты вечером возвращаешься домой с вечеринки, на которой ты... Да, или... Ну, типа... Везде мы видим самокаты, очень удобно, подошел, просканировал, долетел, не стоишь в пробках, доезжаешь быстро с ветерком. Болт, да. Самокаты я люблю, да, по Варшаве. По машине никогда не пользовался. Я задумался насчет чартеров, и что можно по шерингу лететь на чартере. Вот, ну, интересно попробовать было бы. Через приложение заходишь, и они выкидывают по каким-то там, ну, очень доступным ценам, и можно полететь на чартере. Я многим пользуюсь, давай так, то есть первое, студию, там, если нам нужна качественная видеосъемка, мы шерим, да, то есть мы используем шеринг студии. Машину использую, там, практически каждые выходные я беру машину. Велик, начнется сезон снова, там, летний, буду использовать. Самокат сегодня использовал. Мопед, скутер, ну, тоже использовал, когда в Кракове жил. Поэтому, ну, активно юзаю эту экономику шеринга. Технику, если бы надо была какая-то классная техника, профессиональная, разово, я бы тоже шерил. Мы даже людей шерили в том плане, что нанимали ну, как бы он был устроен на одну фирму, но он нам нужен был на частичную занятость, и мы его на сколько-то часов в день могли на парт-тайм зашерить. То есть даже это. Из шеринга еще, по сути, Airbnb.
То есть, когда там день рождения, либо какой-то праздник, мы стараемся уехать куда-то за город, и, пожалуйста, это же тоже шеринг, классный какой-то домик, который тебе не нужен на каждый день, потому что там начинаются пауки, волки и так далее, а типа на выходных классно в лесу пожить, съездить с шашлычками, вот это вот оно, тоже как бы про шеринг. Друзья, резюме. Зачем мы это все рассказали? Во-первых, подумайте, как можно это использовать. Как можно использовать эти бизнес-модели для себя, чтобы зарабатывать. Например, у нас недавно оставили заявку на сайте человек, который хочет продать коворкинг, да, целый коворкинг. Тезис номер 1 – это как это можно использовать для вашего бизнеса. Тезис номер 2 – в контексте возможностей. Я знаю, что у нас многие подписчики живут в разных странах. Кто-то живет в Турции, в Стамбуле, в Сингапуре, на Бали. Напишите ваше мнение по поводу Варшавы, чем вы пользуетесь в Польше, либо в той стране, где вы живете. И как вы считаете, есть ли действительно в этом тренд? Действительно ли наш мир идет к тому, что владеть какими-то предметами, движимым, недвижимым имуществом становится все сложнее, да, и вот эта шер-экономика будет развиваться. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.